Добрейшего генерала! Вот реально, что ни день, то новость. Вроде совсем недавно рассказывал о последнем обновлении Reborn мода, работа над которым, к слову, ведется постоянно, о чем свидетельствуют микроанонсики хитрюги Вадука. А также рассказывал о грядущем масштабном проекте довольно известного в игровом сообществе гения моддинга Макса Спрингера, где он создает свой собственный мир на основе тематики Kingdom Rush Vengeance. Мод, который спокойно можно считать за отдельную полноценную игру. Как буквально вчера вышел официальный трейлер этого самого проекта под названием Kingdom Rush Завоевание. Бета-версия данного мода станет доступной уже буквально через пару дней и будет включать в себя кампанию, состоящую из 5 этапов в Забытой долине, на мертвых землях Валардула, где мы вновь сразимся на стороне темной армии, пытаясь сломить волю упрямых линерийцев. Помимо рядовых новобранцев и придворных магов, противостоять нам будут прямиком из Ориджинса ужасные грибоводы в компании мелких карликов и, конечно же, взрывных грибов. Гномы со своими мудреными технологиями, смертоносными дронами и чудными летающими аппаратами. Куда ж без них? И даже, друзья, призрак сумеречного голема, которого, по всей видимости, остановить будет непросто. А возглавляет все это шобло Игнус, отжавший джакузи у вулканического элементаля, и сам теперь парит булки в этом горячем источнике. Обожаю этого парня. Из новенького были представлены 4 типа башен, завершающие прокачку базовых конструкций. Башня лучников на финальной стадии прокачки становится саурианским снайпером, имеющая огромный радиус атаки, урон в размере 49-111 единиц, но довольно медленную скорость атаки. Имеет 2 способности: эффективный охотник и разрушитель. Следующая башня — это убежище красных колпаков. Еще один представитель Kingdom Rush Origins. Эта башня завершает эволюцию пехоты на 4 уровне прокачки. В своем активе юниты имеют 200 единиц здоровья, урон 16-27 и маленькую физброню. К тому же башня обладает 3 способностями: последний обряд, акробатика и кровавая жертва. Звучит поистине зловеще. Очень интересной выглядит магическая башня на финальном уровне прокачки, где основная атака происходит при помощи огненного тотема, наваливающего по самые бакенбарды всем нашим врагам. В своем активе шаман гоблинов имеет 6-18 единиц урона, очень высокую скорость атаки и большой радиус поражения. Но более интереснее выглядят способности башни. Первая способность — это тотем жизненной силы, который в течение 6 секунд восстанавливает здоровье ближайшим союзникам. Вторая способность — это тотем скорости, по всей видимости увеличивающий скорость атаки рядом стоящих башен. Кстати, обратили внимание, как шустро бегут мелкие землекопы к гномьему чертогу? Зуб даю, они там цепляют броню, качают мышцы, и оттуда появляются уже суровые гномы, вооруженные молотами. А в качестве финальной артиллерии выступает хорошо известный всем еще по первой части Kingdom Rush некогда грозный босс грибного леса Дрожжевичок. Гнилой гриб на пути врагов создает взрывные поганки, покрывая ими большую площадь, которые имеют эффект отравления и наносят урон в размере 66-100 единиц. Имеет 2 способности. Первая способность — призрачные грибы. Когда враг погибает, в радиусе поражения башни из его останков вырастает маленький грибочек, наносящий урон в размере 5-14 единиц. И вторая способность — панч-аут. Кстати, существует целая серия аркадных боксерских игр от Nintendo с таким названием. Дрожжевичок проводит сокрушительный удар в стиле Майка Тайсона, нанося урон и оглушая врага на несколько секунд. Довольно мощная способность. А еще повстречал некроманта, который выглядит как уровневая башня и в лучших традициях спавнит скелетиков. Теперь несколько слов про зал славы. Нам будут доступны 2 героя, имеющие в своем активе целых 4 способности.
Первый герой — это Глимба, маленький зеленокожий гоблин, умело обращающийся со своей дубинкой, обладающий навыками и умениями гоблерангов, владеющий рекордным прыжком в высоту, который наносит урон по области и оглушает врагов. Но что самое интересное, Глимба, словно Халк, имеет способность на время превращаться в хоп-гоблина, получая дополнительную броню и увеличивая себе уровень здоровья и урон от атаки, но при этом теряет способность оглушать врагов. И второй герой — это Грейвен, мстительный лучник теней, имеющий способность телепортироваться. В его арсенале есть особые стрелы, наносящие урон по области и накладывающие на выживших эффект детонации при смерти. Как истинный лучник теней, Грейвен обладает способностью мгновенно убивать противника в ближнем бою и призывает на помощь стаю ворон, которые атакуют ближайших врагов. Поистине всепоглощающая тьма. Что касается игрового баланса и режимов, Макс переработал древо улучшения, наполнив его новыми иконками и способностями, провел интеграцию с еще одним очень популярным модом КР+. Железные испытания теперь имеют свою уникальную механику, а героические заменены хаотическими челленджами. Одним словом, нас ждут незабываемые приключения. Ну и напоследок, друзья, пару слов о Kingdom Rush 6 Genesis. Ironhide Game Studio запустила довольно интересную рубрику под названием «Дневник разработчика», где будут делиться с игровым сообществом самыми свежими новостями о ходе работы над самим проектом. И начали свою рубрику с легенды франшизы, защитника праведных, грозы отступников, друга невинных, палача жестоких, сэра Геральда Светозарного. Как утверждают разработчики, возвращение к Геральду в качестве главного героя предстоящей игры стало для них настоящим приключением. Геральт – самый культовый, смелый, умелый и величественный паладин во всем королевстве. Настоящий лидер линерийских вооруженных сил, всегда готовый первым броситься в атаку. В Генезисе Геральт – опытный ветеран, многое повидавший на своем веку, которому поручено самое грандиозное задание. В первом представленном тизере мы видим, как его рука хватает меч Элини, клинок, наполненный силой богини, который могут держать только добрые и благородные воины, после чего Геральт растворяется в воздухе. При создании художественного стиля Геральда для новой игры разработчики хотели отразить его жизненный опыт и произошедшие с ним изменения. Теперь он выглядит более крепче, с густой бородой, растрепанными волосами и более решительными движениями и атаками. Это заметно как на его портрете, так и в самой анимации персонажа. Что касается его оружия и способностей, Геральт владеет легендарным мечом Элини, направляя силу богини для нанесения мощных ударов. Меч прекрасно сочетается с культовым и многим знакомым щитом, создавая могущественного героя ближнего боя, способного удерживать линию фронта и вдохновлять союзников своей мощью. Еще одной немаловажной деталью нового образа Геральда является то, что у него отсутствует шлем. Как объяснили сами разработчики, Великий Паладин не использовал шлем с момента своего поражения в Vengeance. И к тому же отсутствие шлема позволяет по-настоящему увидеть полный рост самого героя. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, какой образ Геральда нравится тебе больше, со шлемом или без него. Ну а в следующем выпуске дневника разработчиков нам обещают поведать о новой загадочной героине, которую четко можно разглядеть на скриншотах, и поделятся дополнительной информацией, о которой я сразу же тебе и расскажу. Ну а на этом пока все. Обязательно подпишись на канал, поддержи монстрика своим щедрым лайкосиком и напиши комментарий. Всегда все читаю и стараюсь отвечать на каждый комментарий. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Всех обнял.